Ladies and gentlemen, we are beginning a joint press conference. Secretary of State and Minister of Foreign Affairs of Russia. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to once again welcome Mike Pompeo on Russian soil. This is his first visit to Russia in his capacity of Secretary of State of the U.S., though he used to come here in his other capacities before. Today we have had negotiations as a follow-up to a meaningful 1.5-hour telephone conversation between our presidents, which took place on the 3rd of May. And following up on that conversation, heads of state instructed us to intensify our dialogue. We have started to tackle this task several days ago in Rovaniemi, in Finland, on the margins notes of the Ministerial Council of the Arctic Council. That was a very useful meeting. And today, in the wake of that dialogue, we have thoroughly discussed the situation in our bilateral affairs, as well as exchanged opinions on the most relevant issues of international and regional issues. First and foremost, Venezuela, Korean Peninsula, Syria, Middle East on the whole, and North Africa as well, Ukraine, Afghanistan, and the situation around joint comprehensive plan of action on settling the Iranian deal. Некоторое время доложим сегодня вечером президенту Путину, но в целом могу сказать, что разговор получился откровенным, полезным. Понятно, что наши отношения с Соединенными Штатами переживают далеко не лучшие времена. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества во многом остается нереализованным, и не последнюю роль в этом играет доставшееся нынешнему руководству Соединенных Штатов наследство от предшественников антироссийской санкционной политики. Поскольку речь идет о двух крупнейших ядерных державах, напряженность между Россией и Соединенными Штатами неизбежно негативно влияет на общую ситуацию в мире, поэтому мы с Майком Помпео сошлись на том, что нужно постараться предпринять практические шаги по исправлению этой сложившейся ситуации. Россия заинтересована в нормализации нашего диалога и убеждены, что это вполне возможно, реально, если вести дело на основе взаимного уважения, взаимного учета интересов. Согласились с важностью восстановить каналы общения. В последнее время эти каналы были заморожены, в том числе не в малой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес, в попытках повлиять на исход американских выборов и даже в наличии некоего сговора с нами, высокопоставленных должностных лиц нынешней администрации США. Понятно, что подобная инсинуация – это полнейшая фикция. И надеюсь, что после опубликованного недавно доклада спецпрокурора Роберта Мюллера страсти за океаном улягутся, и можно будет, наконец, продвинуться вперед в налаживании более конструктивного взаимодействия, профессионального диалога между Россией и Соединенными Штатами. Думаю, что для этого имеются базовые понимания, которые обсуждались с нашими президентами на их встрече в прошлом году на саммите в Хельсинки и затем несколько раз по телефону. Пока эти понимания реализуются не в полной мере, из позитивных результатов мы отметили возобновление деятельности в декабре прошлого года нашего двустороннего диалога по противодействию терроризму на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Это хороший шаг, но, конечно же, недостаточно. Рассчитываем, что удастся воплотить в жизни другие идеи, которые рассматривались и в Хельсинки, и недавно между нами в Финляндии, и сегодня в Сочи. Прежде всего, я бы выделил целесообразность создания неправительственного экспертного совета из известных политологов, бывших военных, дипломатов, специалистов по двусторонним отношениям. И таким взглядом со стороны они помогли бы определить
как нам преодолеть накопившееся взаимное недоверие, прежде всего для правильного толкования действий друг друга в оборонной сфере и для предотвращения гонки вооружений, но в перспективе для выстраивания нормального, устойчивого сотрудничества в других областях. Считаем также полезным учреждение двустороннего делового совета, который объединил бы представителей крупного частного бизнеса с обеих сторон. Они могли бы также вырабатывать рекомендации, которые нацелены на то, чтобы помочь правительствам формировать комфортные условия для взаимовыгодной экономической кооперации. Обсудили шаги, которые способны дать импульс позитивному развитию российско-американских отношений. Мы передали памятную записку государственному секретарю. Надеюсь, что наши идеи будут в Вашингтоне рассмотрены. Что касается международной повестки дня, мы откровенно поговорили по многим вопросам, включая ситуацию вокруг Венесуэлы. Россия выступает за то, чтобы именно народ этой страны определял свое будущее, и в этом плане крайне важно, чтобы все патриотические, ответственные политические силы этой страны начали диалог между собой, к чему, собственно, призывают и целый ряд стран региона в рамках так называемого механизма Монтевидео. И правительство, как об этом сказал Николас Мадуро, готово к такому диалогу. По Сирии говорили о необходимости выполнения в полном объеме резолюции 2254, ключевым положением которой является уважение суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Договорились о том, чтобы продолжать консультации на основе имеющихся у нас контактов и сверили часы по ряду конкретных аспектов, в том числе связанных с окончательным искоренением терроризма на сирийской земле, обеспечением условий для возвращения беженцев, решения гуманитарных проблем и запуска политического процесса в контексте формирования Конституционного комитета. Надеемся, что этот орган в самое ближайшее время сможет начать свою работу в Женеве под эгидой ООН. Говорили про Ближний Восток, про ситуацию, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы. Здесь у нас немало расхождений, но то, что мы говорим на эту тему и продолжим обсуждать эту ситуацию, дает, в общем-то, нам надежду на то, что какие-то договоренности могут быть достигнуты при поддержке России и Соединенных Штатов. Что касается ситуации на Украине, то здесь также есть резолюция Совета Безопасности ООН, которая одобрила Минские договоренности, и мы рассчитываем, что новое руководство Украины сможет определить свою позицию по Минским договоренностям, опираясь и основываясь на безальтернативности политического урегулирования этого внутриукраинского кризиса. Из других вопросов отмечу ситуацию на Корейском полуострове. Ее подробно обсуждали наши президенты в телефонном разговоре 3 мая. Президент Путин рассказал президенту Трампу о российско северокорейском саммите, который состоялся 25 апреля во Владивостоке. Мы выступаем за развитие диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, готовы этот диалог поддерживать и уверен, что в конечном счете мы должны стремиться к тому, чтобы формировать в Северо-Восточной Азии прочный механизм мира и стабильности. Конечно же, отметили, что руководство Корейской Народно-Демократической Республики ожидает соответствующие гарантии безопасности своей страны в ответ на шаги по денуклеаризации. И ясно, что денуклеаризация должна распространяться на весь Корейский полуостров. Отметили очень полезное взаимодействие, которое уже осуществляется по Афганистану, в том числе в формате тройки: Россия, Соединенные Штаты и Китай. Конечно же, мы уделили особое внимание вопросам стратегической стабильности, рассмотрели ситуацию, которая складывается вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности, говорили о перспективах договора о стратегических наступательных вооружениях в связи с тем, что первый срок его действия истекает в феврале 2021 года, и мы заинтересованы в том, чтобы возобновить профессиональный и конкретный диалог по всем аспектам контроля над вооружениями. Надеюсь, что
эта договоренность будет позитивно воспринята и нашими двумя народами и мировым сообществом в целом. В целом, я еще раз хочу сказать, что разговор был откровенный, насыщенный, содержательный, и надеюсь, что визит Майка Помпео будет способствовать не только улучшению атмосферы российско-американских отношений, но и позволит продвигаться, пусть небольшими, но реальными шагами в разрешении практических вопросов, которые того требуют на повестке дня и двусторонних отношений, и по региональной и международной проблематике. Благодарю своего коллегу за хорошие переговоры и прошу его высказаться перед вами. Sergey, thank you. Good afternoon. I want to first of all say that I appreciate President Putin and Prime Minister Lavrov for hosting me today. Thank you, sir. We had a frank discussion about many issues, including many places where we disagree. The United States stands ready to find common ground with Russia as long as the two of us can engage seriously on those issues. We discussed, as Foreign Minister Lavrov said, many important topics. We talked about terrorism. We talked about Afghanistan. President Trump's made clear that his expectation is that we will have an improved relationship between our two countries. This will benefit each of our peoples, and I think that our talks here today were a good step in that direction. A few subjects that we talked about. Foreign Minister Lavrov mentioned that we spoke about Syria. We both want to move forward on the political track to bring the suffering of the Syrian people to an end, and we want to do so in a way that ensures that Syria will never again be a haven for Islamist terrorist groups. I also raised our concern about the escalation of the situation around Idlib in the northwest of Syria. We also discussed North Korea and its nuclear program. The United States and Russia agree on the goal of the denuclearization and will continue to discuss it. I underscored that we must maintain full implementation of the UN sanctions until the final fully verified denuclearization of North Korea is achieved. And our two teams have been working very closely together on this in a very productive fashion. On Venezuela, we have disagreement. I urge my Russian colleagues to support the Venezuelan people as they return democracy to their country. The United States and more than 50 other nations agree that the time has come for Nicolas Maduro to go. He's brought nothing but misery to the Venezuelan people, and we hope that the Russians' support for Maduro will end. But despite our disagreements, we'll keep talking. I hope we can find a way forward that ends with the humanitarian political crisis that is happening. On this, we both agree. We also discussed the situation in Ukraine. The Trump administration has been clear that we do not recognize Russia's attempted annexation in Crimea, and we hope that we can continue to move forward. Our sanctions have remained in place. I urged Russia to reach out to Ukraine's new president to demonstrate leadership by taking steps towards breaking the stalemate. We would in particular welcome the release of the Ukrainian crewmen detained near the Kerch Strait last year, and we talked about implementation and how we might move forward in obtaining a ceasefire in the Donbas region. We spoke a bit about the activities that are taking place in the Middle East today, with particular focus on the actions that Iran is taking. I've made clear that the United States will continue to apply pressure to the regime in Tehran until its leadership is prepared to return to the ranks of responsible nations that do not threaten their neighbors or spread instability or terror. As Foreign Minister Lavrov alluded to, very much on President Trump's mind is arms control. Our actions on the INF Treaty have demonstrated that we're committed to effective arms control that advances U.S., allied, and partner security, that is verifiable and enforceable. The President has charged his national security team to think more broadly about arms control, to include countries beyond our traditional U.S.-Russia framework and a broader range of weapon systems. President wants serious arms control that delivers real security to the American people, and we know, and I think we agree on this, to achieve these goals, we'll have to work together, and that it would be important that if it's possible, we get China involved as well. We'll have a more extensive set of conversations both around arms control and an opportunity to discuss all broad strategic security issues between our two countries in the weeks ahead.
I also raised the issue of U.S. citizens who have been detained in Russia, making sure that our citizens are not unjustly held abroad is one of President Trump's highest priorities. And we spoke, too, about the question of interference in our domestic affairs. I conveyed that there are things that Russia can do to demonstrate that these types of activities are a thing of the past, and I hope that Russia will take advantage of those opportunities. Finally, I wanted to emphasize the American friendship with the Russian people. Our two nations share proud histories and respect for one another's cultures. We seek a better relationship with Russia, and we urge that it work alongside us to change the trajectory of the relationship, which will benefit each of our peoples. Thank you, Sergey. Dear colleagues, we're moving on to Q&A. Коммерсант, newspaper, Добрый день, Владимир Соловьев, газета «Коммерсант». Вы упомянули договор СНВ, он истекает в 2021 году, но до сих пор не ясно, будет ли он точно и однозначно продлен. И в этой связи вопрос к госсекретарю США. Готов ли Вашингтон продлить соглашение еще на 5 лет, как то предлагает Москва, и готовы ли США обсуждать претензии России в рамках этого договора в части якобы обратимой конверсии пусковых установок и бомбардировщиков? И вопрос Сергею Викторовичу Лаврову. Если США не снимут озабоченности российской стороны, будет ли Москва по-прежнему продолжать настаивать на продлении договора? Спасибо. So Foreign Minister Lavrov raised the issue of concerns about compliance with New START today. We'll continue to work to allow that treaty to be verified exactly as the verification regime exists. As for its extension, what we've agreed that we will do is we will gather together teams that will begin to work not only on New START and its potential extension, but on a broader range of arms control issues that each of our two nations have, I think, in our shared best interest, achieving an agreement on. Что касается нашей позиции, то действительно у нас есть озабоченности, которые касаются заявленного Соединенными Штатами переоборудования пусковых установок подводных лодок «Трайдент» и тяжелых бомбардировщиков из ядерного в неядерное оснащение. Договором предусмотрены конкретные процедуры, которые позволяют второй стороне, должны позволить второй стороне убедиться, что это обращение, что это конверсия, переоборудование осуществлено таким образом, чтобы нельзя было вернуть ядерный потенциал соответствующих пусковых установок и бомбардировщиков. Эти вопросы обсуждаются в совместной консультативной комиссии, наблюдающей за выполнением договора, и мы рассчитываем, что это обсуждение в итоге даст позитивный результат. На вопрос о том, что будет делать Россия, если эти озабоченности сохранятся, я предпочитаю не отвечать, потому что мы сейчас исходим из того, что мы сможем договориться в рамках двусторонней совместной консультативной комиссии. А гадать, что будет, ничего не случится, наверное, это не задача дипломатов. Наша задача достигать результата, мы будем именно так и поступать. Thanks. We're going to go to Guy Benson from Fox News. Thank you very much. I want to follow up on Venezuela. Mr. Secretary, what was the message from the Trump administration specifically in regards to the Russian government and their continued support of Nicolas Maduro and their active involvement in the Western Hemisphere? And Mr. Foreign Minister, why is it that the Russian government persists in supporting Mr. Maduro when virtually every democracy in Latin America has recognized Mr. Guaido as the legitimate interim leader of that country? Thank you. Guy, we talked about this for some time. We made clear the U.S. position. We want every country that's interfering in Venezuela to cease doing that. We want the Venezuelan people to get their democracy back. We want them to have a fair, free election, elect their own leadership, not in the way that the sham election took place with Mr. Maduro. So whether it's Iranian forces or Chinese or Cubans, the Trump administration's position is that they all need to cease having an impact in supporting Maduro and allowing the Venezuelan people not only to get their democracy back, but give them an opportunity to rebuild this country that has tremendous wealth. There are Russian companies operating there that are successful businesses as well. We want
we want those countries, we want that country to get a chance to rebuild its economy too, so that it isn't dependent on humanitarian assistance from anywhere in the world, but rather they can begin to deliver economic outcomes for themselves. And to do that, the central point is that we need free and fair elections there, not interfered by any other nation. Что касается нашей позиции, и отвечая на ваш вопрос, почему Россия занимает именно такую позицию в поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов с самими венесуэльцами, без ультиматумов, без предварительных условий. Но эта позиция, в общем-то, исходит из того, что демократию силой не устанавливают. Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуайдо, который постоянно напоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, они ничего общего с демократией не имеют. Мы помним, как в 2003 году, в мае, по-моему, президент Соединенных Штатов тогда, Джордж Буш-младший, на борту авианосца объявил об установлении демократии в Ираке. Мы помним, как в 2011 году было объявлено, что лидер Ливии Муаммар Каддафи свергнут, и в Ливии воцарилась демократия. Я думаю, не надо мне более подробно останавливаться на том, как сейчас демократия себя ощущает в Ираке, в Ливии и в ряде других мест, где подобного рода попытки свержения режимов имели место и ни к чему хорошему не привели. Пожалуйста, Россия-24. Спасибо, Наталья Литовка, телеканал «Россия-24». Вопрос обоим министрам по возможной личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Противоречивая поступает информация здесь. Не могли бы вы прояснить, состоится ли такая встреча? Вот звучит, возможно, Осака или нет, планируется она когда и где? И если можно, второй вопрос господину Помпео. Вот вы только что вернулись из Брюсселя, где обсуждали с европейскими коллегами ядерную сделку с Ираном. Но последние новости про возможную переброску войск на Ближний Восток выглядят тревожно. Означает ли это, что Вашингтон выбрал силовую линию в отношении с Ираном, и другой быть не может? И едины ли в этом с вами ваши европейские партнеры? Спасибо. Ну, мы, естественно, слышали заявление президента Трампа о том, что он рассчитывает провести встречу с президентом Путиным, в том числе в рамках их участия в саммите «двадцатки» в Осаке. Есть такое предложение, официально поступит, мы на него, конечно же, позитивно отреагируем. Мы сегодня говорили об этом с Майком Помпео. Let me talk about my conversations in Brussels and then more broadly about United States policy with respect to the Islamic Republic of Iran. So I went to Brussels to share with our European friends the threats and concerns we have about actions that the Iranians are taking or potentially taking. And we wanted to make sure they understood the risks as we saw them, and I shared that with them in some detail. As for our policy, it's been consistent now for the entire Trump administration, and the decision to withdraw from the JCPOA now just over a year ago made clear what our objectives are. We laid them out in May of last year. We're looking for Iran to behave like a normal country, and that's our ask, and we have applied pressure to the leadership of the Islamic Republic of Iran to achieve that. We fundamentally do not seek a war with Iran. We're looking for the regime to simply stop conducting assassination campaigns throughout Europe, to cease their support of Hezbollah that threatens interests all across the Middle East, their support for the Houthis that are launching missiles into areas where there are Russians and Americans traveling. These missiles could easily kill a Russian or an American. We laid them out in some detail. Our position hasn't changed. And the movement of troops that you described, I'll leave to the Department of Defense, but we've also made clear to the Iranians that if American interests are attacked, we will most certainly respond in an appropriate fashion. Sean Tandon, AFP.
Great, thank you. Thanks for your time. I wanted to follow up on a couple of statements that you said. First, for Foreign Minister Lavrov, you mentioned that despite the disagreements with Iran, that there's a possibility of certain agreements on Iran going forward. Could you explain what you see in common with the U.S. and Iran, where you can go? Secretary Pompeo, if I could ask you about the mysterious incidents in the UAE regarding the oil tankers, have you pinpointed responsibility for that? And if I could follow up on your statement about the election, you said that there are things that Russia could do to show that election interference is a thing of the past. What are those things? What would you like Russia to do? Thank you very much. Что касается ситуации вокруг Ирана, вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, то я надеюсь на то, что разум восторжествует, то, что слухи о якобы планируемом направлении в регион 120-тысячной армии Соединенных Штатов, о чем мы сегодня говорили, и Майк сказал, что это дело военных, что эти слухи не имеют под собой основания, потому что регион и так перенапряжен различными конфликтными ситуациями. Мы, кстати, в скобках, замечу, говорили и о перспективах палестино-израильского регулирования. И когда я говорю, что мы надеемся на нахождение политического решения ситуации вокруг Ирана, но мы действительно будем способствовать тому, чтобы ситуация не свалилась в военный сценарий. Как это сделать? Это уже задача дипломатов, и я почувствовал, что у американской стороны настрой тоже на поиск политического решения. Ситуация сложная. Мы, как вы знаете, не поддержали и считаем ошибкой решение Соединенных Штатов выйти из совместного всеобъемлющего плана действий. И те меры, которые правительство США предпринимает, объявляя санкции, запрещающие вообще какие-либо дела иметь с Ираном. И нефть нельзя покупать, вообще торговать с Ираном теперь уже нельзя. Надеюсь, что все-таки мы вместе с европейскими нашими коллегами, вместе с китайцами, которые тоже являются участниками договоренности о совместном всеобъемлющем плане действий, будем в контактах с американскими коллегами искать пути выхода из этого кризиса, потому что пока мы только в эту воронку все глубже и глубже засасываемся. Я хочу воспользоваться тем, что у меня сейчас микрофон, чтобы затронуть тему, которую вы адресовали Майку Помпео насчет утверждения о вмешательстве Российской Федерации в выборные процессы в Соединенных Штатах. Я передал Майку сегодня копию статьи, которая была в Соединенных Штатах опубликована в 1987 году с предупреждением о том, что Советский Союз будет пытаться повлиять на выборы президента США, которые предстояли в 1988 году. В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя, бизнесмена Дональда Трампа. Поэтому тему эту можно обсуждать бесконечно. Но пока у нас на столе не будет конкретных фактов, мы не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать. Факты говорят о том, что никаких доказательств у тех, кто раздувает эту тему, не существует. Мы неоднократно предлагали профессионально возобновить контакты по проблемам кибербезопасности, в рамках которых можно будет обсуждать любые озабоченности, возникающие у одной стороны по отношению к другой. Атаки на наши интернет-ресурсы, львиная доля приходится на источники на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому есть что обсуждать. А если говорить конкретно про последнюю президентскую кампанию в США, то у нас с 2013 года существовал и существует канал обмена информацией о возможных непреднамеренных рисках, возникающих в киберпространстве. И с октября 2016 года, когда демократическая администрация Соединенных Штатов этот вопрос впервые подняла, по январь 2017 года, до инаугурации Дональда Трампа, по этому каналу шел трафик запросов и ответов. И мы предложили не так давно, когда нападки на
Российскую Федерацию в связи с якобы имевшим место вмешательством в выборы достигли апогея, мы предложили этот обмен сообщениями по линии двух структур, занимающихся избежанием инцидентов в киберпространстве, опубликовать. Я сегодня об этом Майку напомню. Администрация уже теперь Трампа отказалась это делать. Я не знаю, кто принимал решение, но публикация этих данных была заблокирована американской стороной. Хотя, по нашему убеждению, придание их гласности сняло бы очень большую часть тех измышлений, которые сейчас распространяются. Мы не будем, безусловно, в одностороннем порядке опубликовывать эти переговоры, но сам факт я хотел бы зафиксировать. И еще раз подтверждаю, мы хотим, мы готовы с нашими американскими партнерами заниматься проблемами, возникающими в киберпространстве, профессионально, без каких-либо эмоций, без какой-либо политизации, идеологизации, тем более без попыток делать эту тему чуть ли не главной во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. Да, и я, кстати, прошу прощения. Я передал Майку неофициальный такой меморандум, non-paper, как у нас принято говорить по-английски, который излагает не вымышленные, а фактические подтверждения вмешательства Соединенных Штатов во внутреннюю политику Российской Федерации, включая печально известный закон о поддержке свободы на Украине, как он так называется, принятый Конгрессом, в котором государственному секретарю поручается, его обязывают заниматься продвижением демократии в России напрямую и через работу с российскими неправительственными организациями, на каковые цели ассигнуется $20 миллионов ежегодно. Это не вымыслы, это документ, который имеет форму закона Соединенных Штатов. Так что мы готовы на эту тему говорить. Здесь сидит посол, уважаемый мной Джон Хансман, который тоже знает, как не просто бывает работать в России. Наш посол в США тоже знает о проблемах, которые возникают. Мы, в принципе, за то, чтобы эти проблемы снимать, чтобы все те нагромождения взаимных негативных действий, начатых Соединенными Штатами, на которые мы должны были отвечать, чтобы все это устранить, и чтобы дипломаты работали транспарентно, открыто, в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических отношениях, и не создавали ощущения у противоположной стороны, что кто-то пытается влиять на внутриполитические процессы. Мы, кстати, привели сегодня в очередной раз пример, когда в 1933 году по инициативе Соединенных Штатов президент Рузвельт и Народный комиссар по иностранным делам Литвинов обменялись нотами, в которых обязались не вмешиваться во внутриполитические процессы друг друга. Подчеркну еще раз, Соединенные Штаты были инициаторами этого обмена нотами. Мы уже несколько лет, еще начиная с администрации Обамы, предлагаем нашим американским партнерам переподтвердить эту договоренность, пока они на это не готовы. Так что делайте выводы сами. You can see we have some disagreements on this issue. I promise not to go back to history from the early 30s, but I made clear to Foreign Minister Lavrov, as we've made clear for the past months, that interference in American elections is unacceptable. If the Russians were to engage in that in 2020, it would put our relationship in an even worse place than it has been, and encourage them not to do that, we would not tolerate that. We've said this not only about the Russians, but about other countries as well. Our elections are important and sacred, and they must be kept free and fair, and with no outside country interfering in those elections. Your first question was about what we know about the attacks that took place off the United Arab Emirates. I don't have any information that I can share with you yet about the nature of what took place there. We're working diligently to get answers to what caused those ships to have the problems that they have today.
Ladies and gentlemen, and that concludes our press conference. Thank you for taking part in it.